Всем привет! В сегодняшнем видео я предлагаю вам поскетчить вместе со мной. И в этом видео я хотела бы поднять тему скетчинга на целлюлозе. Поделюсь с вами своим опытом и своими приемами. Во-первых, хотела сказать, что бытует мнение, что работать на целлюлозе гораздо проще, чем на хлопке. Мне кажется, это не совсем так. Почему? Потому что целлюлоза гораздо менее управляемая. То есть мы имеем такую бумагу, которая обладает очень скользкой поверхностью, с которой очень легко и иногда там, где не нужно, стекает и скатывается акварель. И именно благодаря этим ее свойствам мы также не можем работать лессировками. Точнее, технически, конечно, можем. Я сейчас попытаюсь вам объяснить, как. Но это сделать гораздо сложнее, чем на хлопке, который позволяет нам добавлять миллион слоев. Я стараюсь на целлюлозе работать максимум 3 слоя. И логика здесь такая. Первый слой должен быть фиксирующим. Это должен быть как бы слой отмывка любого подходящего вашей работе цвета. В моем случае это что-то такое теплое, розоватое. И полностью дождавшись, когда он высохнет, я уже начинаю наслаивать. Соответственно, этот первый слой для меня становится неким таким фиксативом, прослойкой между бумагой и пигментом. То есть он позволяет мне в дальнейшем контролировать то самое сцепление пигмента с бумагой и чуть лучше контролировать, соответственно, лессировки. Следующий слой – это всегда слой уже чуть-чуть темнее. Я стараюсь работать максимально точно с точки зрения тона. Опять же, и это тоже вводит небольшие заблуждения по поводу того, что работать на целлюлозе легко, поскольку владеть тоном нужна определенная сноровка и практика, да. Поэтому я стараюсь сразу попадать в нужный мне тон, чтобы мне не приходилось в дальнейшем наслаивать, поскольку, как мы помним, все последующие слои могут легко смыть предыдущие. И третьим слоем у меня уже идут какие-то фиксирующие элементы и детали, самые-самые глубокие, то есть самые темные по цвету. Также очень важно выбрать подходящую для работы на этой бумаге кисть. Я предпочитаю мягкие кисти. Это либо синтетики, имитирующие натуральный ворс, это может быть белка, соболь или просто мягкая синтетика. Либо это может быть кисть из натурального ворса. Почему? Поскольку в работе на целлюлозе нужна очень легкая рука. И чем легче ваша рука, тем виднее будут все ваши границы слоев. Соответственно, мягкая кисть мне позволяет контролировать момент, когда есть риск снять предыдущий слой. Работать нужно, кстати, очень-очень легко, так как будто вы что-то шлифуете. То есть здесь недопустимо использовать сухие и полусухие кисти, если речь не идет об эффектах, да, каких-то финальных. То есть в самой работе, в наборе слоев я стараюсь работать очень влажной кистью, довольно много держу на ней воды и пигмента, потому что чем суше кисть, тем больше она снимает. Соответственно, вы рискуете получить затертости и попросту грязь, так как акварель уже чисто на затертое место никогда не ляжет. Но у целлюлозы также есть много своих плюсов, которые заставляют нас любить эту бумагу как бумагу для скетчинга, и многие художники ее предпочитают в принципе в своих основных работах. Поскольку, как мы сказали ранее, да, у нее такая скользкая поверхность, с нее очень легко что-то снять, отмыть. Это здорово, когда вам нужно исправить какие-то ошибки. Также за счет своей гладкости она позволяет создавать очень красивые пятна, границы которых видно. Если вы работаете лессировками и вам важно, чтобы было видно предыдущие слои, то это тоже очень здорово, эффектно смотрится. Плюс всякие потеки, набрызг и так далее. Ну и, конечно, немаловажным является то, что на целлюлозе очень-очень здорово прорабатывать мелкие детали. Опять же, потому что она скользкая, кисть как бы не ступорится об поверхность бумаги, бумага ей не мешает, она идет гладко, линия получается равномерной, и поэтому вы можете проработать большое количество деталей. В этом, кстати, хлопок имеет гораздо большую сложность, поскольку на его плотной такой фактурной поверхности довольно тяжело прорабатывать детали, да, если мы говорим о среднем или крупном зерне. Конечно, на гладкой бумаге и в хлопке, и в целлюлозе, и в миксах работать
в принципе, легко с точки зрения детализации. Ну и, конечно, мне нравится очень на целлюлозе белила, потому что их видно гораздо насыщеннее, интенсивнее, так как целлюлоза хорошо держит цвет, любой, в том числе и белый. Но старайтесь не перебарщивать, белила я наношу также мягкой синтетикой, можно любой другой кистью, какой вам удобно. На этом у меня все. Вот такой вот скетчик у меня получился. Надеюсь, это видео вышло для вас интересным и полезным. Если это так, не забудьте, пожалуйста, его поддержать. Мне будет очень-очень приятно. Любые ваши комментарии, пальцы вверх или даже пальцы вниз способствуют развитию моего канала. И это очень-очень важно, поскольку это мотивирует меня и позволяет мне делать интересные видео. Всем спасибо, что досмотрели, и пока!